Құрметті көрермендер, құрметті Мариам, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сан-Франциско каналына қош келдіңіз. Рахмет. Қал жағдайыңыз Қош көрдік. қал жағдайыңыз қалай? Жағдайым өте тамаша, керемет көңіл күйдемін. Және де барлық көрермендерге жанды сәлем. Жарайды, бүгінгі сұхбатты бастайық. Бастайық. Я хочу сказать, что у нас международный канал. Если смотреть статистику, то в первую очередь это казахстанцы, на втором месте это россияне, и на третьем месте это американцы. Поэтому я сейчас иногда, может быть, буду говорить на казахском, но все время я буду говорить на русском языке, потому что международный канал. Переходить на английский я не буду, я буду просто потом переводить это все на английский язык, чтобы было понятно нашим, так скажем, и гостям, и тем, кто подписан на наш канал. Так. Марьям, я знаю, что вы сейчас находитесь в Стамбуле. Расскажите, пожалуйста, вы находитесь в Стамбуле по какому случаю? Вы там с концертами находитесь или как? Что вас привело в Стамбул? В Стамбуле я, потому что хочу наконец-таки выйти и заявить о себе в качестве певицы. В Казахстане я больше известна как актриса, как ведущая. И вот для того, чтобы наконец-таки снова выступать на сцене, я приехала специально на конкурс «Голос Турции» в прошлом году, но из-за того, что из-за пандемии отменили в прошлом году этот конкурс, поэтому я все-таки решила не уезжать обратно в Казахстан, решила остаться в Стамбуле, потому что не знала вообще турецкого языка. И в течение года, ну, так скажем, адаптировалась, освоилась немножко и более-менее, не скажу, что прям так хорошо разговариваю по-турецки, но уже понимаю и могу вести такой диалог на турецком языке. Окей. Я тоже немножечко знаю турецкий язык. Merhaba, nasılsınız? Да. И акшамлар. Хорошо. Стамбул. Как вам вообще Стамбул? Скажите, пожалуйста, с точки зрения алматинки, я все-таки в Казахстане все время жила. Последние 3 года живу в Америке, в Сан-Франциско. Вот, я имею в виду то время, когда я начинала свой канал, это было время, когда я уже проживала в Сан-Франциско. Вот у меня такой вопрос. Вы как человек с Алматы, с Казахстана, можете сказать, кто такие вообще люди, проживающие в Турции? Они какие по своему характеру, по своему образу жизни? Ну, буквально в 2 словах. Я понимаю, что это очень большой разговор. В 2 словах. Да. Ну, первое, что я заметила, когда я только приехала, во-первых, я не знала языка, я не знала, естественно, город, я не знала их культуру, хотя очень похож, конечно, и культура, и язык, в принципе, тоже похожий на казахскую культуру и казахский язык. В любом случае было сложно. И первое, что я заметила, народ здесь очень отзывчивый, всегда готов помочь, не только там, например, показать или рассказать, например, что где находится, они готовы даже проводить, показать, ну, то есть как вот... Очень. Самое главное, что я заметила, они очень такие отзывчивые и всегда готовы помочь людям. Никогда не говорят «нет», всегда улыбаются, очень такие, как вот... Ну, наверное, вот самое главное, что я вот заметила, что они всегда готовы были помочь мне. Поэтому я была благодарна с первого дня. И до сих пор, когда, например, какие-то вот просто, ну, такие небольшие трудности или сложности, я замечаю, что они никогда не говорят «нет», всегда готовы помочь, пойти навстречу, где-то что-то показать, где-то в чем-то, например, там уступить или еще что-то. Ну, как бы. Хорошо, Марьям, скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас на данный момент идет конкурс, а вы принимаете участие в «Голосе Турции». Почему выбрали именно Турцию? Почему не выбрали, как это сделала, допустим, Данелия Тулешева? Почему не Украина? Почему не Америка?
Почему именно голос? Ам, да, тоже, задавала себе этот вопрос, потому что, а, если в Россию поехать, то это будет, в какой-то степени легче, потому что я знаю язык, нет сопротивления, например, да. В Стамбул уехала, потому что, наверное, мне больше нравится и близка их культура. Мне нравится их, манера, например, исполнения песен, их мелизмы, а, их стиль их вот, песен, например, да. Поэтому мне самой было интересно, ам, научиться петь, песни именно вот в турецком стиле, потому что, ну, это что-то новое для меня было. Поэтому вот решила приехать в Стамбул и участвовать именно в «Голосе Турции». Марьям, немножечко давайте так. Я знаю, что вы находитесь дома в расслабленном состоянии, сидите на своем диване. Я тоже нахожусь сейчас дома. Давайте немножко расслабимся, потому что это не телеканал Хабар, это не Ага. это канал для тех, кто любит в расслабленном состоянии все смотреть, Мгм. спокойствие. Да, я привыкла, что это Я чувствую, что вы телевидение, немножечко что-то похожее, да. напряжены. Не напрягайтесь абсолютно, будьте расслаблены, потому что сейчас я задам вам вопрос касаемо вашего детства. Почему? Потому Мгм. что, все мы задаемся вопросом, каким образом мы идем к творчеству. Вот вы можете нам рассказать, как вы пришли к творчеству? Это процесс тяжелый был для вас или вы вспоминаете с, чувством таким добрым? Как вот, например, моя дочь, она, например, всегда вспоминает процесс, когда она занималась флейтой, она говорит: "Для меня это было тяжело". Для меня и в итоге она бросила заниматься флейтой на последнем году обучения, там 4 года занимается. А как у вас? Как у вас? Вы с каким чувством вспоминаете школу вашу вот эту до того, как вы попали на конкурсы и так далее? Вы имеете в виду полностью, вот, да, жизненный опыт и касательно творчества, да? Не Ну, жизненный вот опыт, это а вся вот линия. ваша подготовка к вашему вашей большой дороге. То есть расскажите про детские годы, как вы вообще занимались музыкой, кто вас привел в музыку? Мгм. Ну, вообще, получается, в возрасте сколько? Вот когда мне было 8 лет, я, смотрела программу «Звездный дождь» и, а, внимательно слушала интервью Энрике Иглесиас, Бритни Спирс. Я смотрела, я почему-то не только слушала вот их интервью, я еще смотрела, где они сидят, в каких домах, что там, например, там у них дом у моря, там, да, что у них такие красивые дома. Они рассказывали, что у них там водители, что они летают на частном самолете. И я для себя где-то вот прорисовала, что если я стану певицей, моя жизнь вот станет вот такой вот идеальной. Вот, и в этот момент просто я задала вопрос родителям, что нужно сделать, чтобы стать певицей, потому что я хочу стать певицей. И после этого просто мне родители сказали, что самое главное, нужно участвовать в конкурсах, только так тебя могут заметить. Все, я начала участвовать в школьном вокальном конкурсе, но тоже это не сразу произошло. В 5 классе первый раз я выступила в конкурсе, и с этого момента у меня началась, скажем, такая творческая жизнь, где я начала петь, где я видела себя вообще только певицей и никем больше. Вот. И всегда в школьные годы всегда участвовала в конкурсах, всегда занимала первые места. Точно знала уже, например, в 6 классе, в 7 классе, я уже точно знала, что... То есть я проложила вот такой путь себе, что вот я закончу школу, 9 классов пойду в колледж музыкальный, после колледжа поеду в Алмату. То есть у меня все было распланировано. После, там, например, поступления в академию я стану там певицей, популярной и все дела. Вот, и, в принципе, все так и шло, все Мгм. легко шло у меня, никаких трудностей в детстве не было. Единственное, вот только был такой момент, когда уже в 8 классе, в 7 классе, когда я участвовала в областном конкурсе, из-за того, что у меня вот такой вот, как вы сказали, своеобразный голос интересный, меня не пропускали через отборочные туры, чтобы, например, перед зрителями они смогли дать первое место, например, своим детям.
Ну, вот такая несправедливость была, вот я с этим столкнулась. Вот. Но, несмотря на это, я все равно точно знала, что я все равно буду участвовать в конкурсах, все равно стану певицей. Все, и как бы, как я и говорю, что у меня так все было распланировано, я вот шла по плану, вступила в академию в Алмате и уже на втором курсе участвовала в шоу «Суперстар KZ», где уже увидел меня весь Казахстан. То есть сказать, что было что-то сложно для меня, ну, ничего такого сложного не было, потому что инициатива и мотивация была изнутри. То есть никто меня не заставлял, никто меня за ручку не вел. Ну, то есть родители, они всегда поддерживали, они всегда направляли меня, куда нужно идти, на какие конкурсы нужно ходить, например, какие песни нужно выбирать, в каком костюме выступать. Конечно, всегда родители были рядом. Но мотивация всегда была изнутри. Ну, то есть моя внутренняя мотивация быть певицей, участвовать в конкурсах и быть победителем. Но я думаю, что у вас это пение, которое вы говорите в 5 классе, вы вдруг запели на конкурсе. Вы же с чего-то начинали, наверное, с детских лет вы уже начинали петь где-то в утренниках, в садах, в детских садах. Нет, нет, никогда не пела до 5 класса, ну, то есть перед зрителями, ну, то есть никогда не пела. Наверное, только дома, там, для себя училась. Первый раз, получается, в 8 лет, когда я попросила своих родителей направить меня, рассказала о своем желании. Папа первое, что сказал: если ты хочешь стать певицей, тебе нужно уметь играть на домбре. И он начал меня учить играть на домбре, и он сказал: я тебе покажу 2-3 раза, если ты сразу поймешь и начнешь, ну, то есть повторишь правильно, то ты, значит, музыкант. Если ты не сможешь после 2-го раза повторить, значит, не стоит тебе вообще начинать это делать, значит, это не твое. Ну, так какие-то жесткие рамки поставил. Вот, я изо всех сил пыталась запомнить все, что там он сыграл, мелодию какую-то казахскую я сыграла, и все, он сказал: все, значит, ты можешь быть певицей. Ну вот как-то вот сказать, что до 5 класса я ходила на какие-то секции, например, там музыкальную школу или там на вокал куда-то. Ничего такого не было. Я просто дома сама пела для себя, ни для кого, даже для родителей не пела. Мгм. А вообще петь, это приходит, как вы думаете, по природе или это все-таки наработанное? Я думаю так, что вот если послушать вот таких вот певцов знаменитых, например, да, с сильными голосами, это, наверное, все равно певцы, у которых очень интересный, красивый тембр. Ну, то есть вот очень красивый тембр, а все остальное, это вот, как говорится, как говорят же, вот 1% таланта, 99% именно вот труда, да, ну, работа над собой. Я думаю, что вот самый главный процент, это вот 1%, да, чтобы у певца был красивый тембр. И все остальное, то есть уже певец должен в течение всей его творческой жизни, сколько он там пытается быть на сцене, например, да, или хочет быть на сцене, он всегда должен тренироваться, всегда должен работать над собой и всегда должен работать над своим голосовым аппаратом. Это то же самое, как, вот знаете, спортсмены. Если они готовятся к соревнованиям, например, да, просто так лежать на диване, мечтать, там, например, да, говорить о том, что они хотят стать, например, там, победителями, и вот так просто в один день там, свалились на соревнования, например, да. Мгм. Сейчас потеряла мысль. Ну, вот, то есть как спортсмены, вокалисты также готовятся ежедневно. У них ежедневные тренировки, ежедневные распевки. Это такие же мышцы, как и у спортсменов, которые нужно постоянно тренировать и поддерживать. Ну, вы знаете, что наш канал посвящен Димашу Кудайбергенову. Естественно, у меня вопрос возник. Как вы Ага. считаете, как Димаш Кудайберген, как он развил свои голосовые данные? Кстати, вот знаете, я слушала, вот я видела его первое выступление, когда вот у меня был вот этот 13-летний перерыв, я была дома, и я смотрела вот эту программу Сазалема, где он выступал. У него такая вот прическа была, ну, другая у него прическа была, он еще такой был молоденький мальчик, и вот он первый раз, видимо, вышел на сцену, и когда ему сказали, что зачем вообще ты исполняешь эту песню в таком стиле, с таким голосом, ты все испортил. Я это прям сама слышала, эту программу видела.
Мгм. Вот, и тогда я подумала, что а, надо же, у него такой вот тембр и диапазон. Потом я увидела, что у него родители певцы, и почему-то мне показалось, наверное, что с ним занимались его родители над его голосом, как, например, над нижним регистром занимался отец, а над верхними уже вот эта позиция, как правильно там, например, петь, как правильно держать голос, над верхними голосами занималась, наверное, я так просто, ну, это просто мое предположение, его мама. И поэтому такой диапазон, что и вот мужской регистр, и вот женский регистр он, ну, освоил легко. Вот, я думаю, наверное, это вот так. Ну и, конечно, это у него просто уникальный голос, это дар. Вот, то же самое, про что я говорила, 1%, который, он самый главный. Получается, Димаш Кудайберген — это проект семьи, проект родителей, мамы и папы, которые, наверное, с первых лет рождения Да, с Димаша рождения, да, с первых дней, да. Ага. Это огромный вклад родителей, То есть они я вкладывали не думаю. только, так скажем, душу в него, но они вкладывали и свое мастерство. То есть всем, чем они сами владели, они вкладывали в Мгм. своего ребенка. Ну, мне почему-то так показалось, ну, вот сразу, вот когда я его услышала его голос, я так подумала, после того, как я поняла, что у него родители певцы, я думала, наверное, вот отец занимался над мужским регистром, и мама занималась именно над верхними нотами. И получилось вот такой вот Мгм. А вообще вот этот процесс, шикарный голос. извините, а вообще вот этот процесс пения, он тяжелый? Например, я никогда ну, не была причастна к пению, не старалась даже, не пела в караоке. Мгм. Ну, это же голосовые связки, они постоянно в напряжении находятся. Например, если я крикну, то у меня начинает заболевать горло, то есть оно Мгм. покрасневает. Потом иногда Да. даже доходит до антибиотиков. Мне достаточно крикнуть или, допустим, ну, у меня была такая беседа в подъезде как-то. Все вдруг, значит, у нас там отключили воду, и получилось так, что я в этом потоке тоже, значит, ну, прикрикнула, так скажем. У меня сразу заболело горло, были красные, Мгм. оно было красное. Я не представляю, и, конечно, я вот видела на японском фестивале, как джаза, японский фестиваль джаза недавно был, как Мгм. оператор чуть ли не влез в горло Димашу Кудайбергену, он показывал так близко ему. Мне показалось, что у него там никаких покраснений нет у Димаши. Это на самом деле у вас тоже болит горло, как у нас, у всех нормальных людей, у вас, у певцов? Ну, у певцов, которые постоянно тренируются и знают, как правильно петь, у них таких проблем не возникает, потому что, то есть они над этим работают. Опять-таки, как спортсмены, наверное, какие-то вот мелкие растяжки бывают, но до серьезных каких-то повреждений не доходит. Почему? Потому что ну, он профессионал, он знает, как это правильно делать, какое правильное должно быть звукоизвлечение, какие голосовые аппараты, как, ну, голосовой аппарат как должен работать, как бы это все на автомате. Вот. У меня, ну, честно, я вот признаюсь, то, что был 13-летний перерыв, за этот год я, конечно, я тренировалась, я распевалась, но пока еще, скажем так, до автомата я еще не довела свой голосовой аппарат. Я сейчас как бы возобновляю. Я вот ощущаю, что вот мой голосовой аппарат, он потихоньку только-только просыпается. Ну вот только-только вот начинает понимать, что происходит после того, как я первый раз вышла на сцену. Вот, то есть только-только вот приходит в чувство такое, о, подожди, мы выступаем, мы начинаем работать. Вот. У меня, конечно, из-за непривычки, из-за того, что все сейчас еще не на автомате происходит, я много контролирую, много думаю, и бывает такое, что связки от напряжения у меня краснеют. Но я работаю над этим, работаю над тем, чтобы у меня все, прям как у профессионалов, было на автомате, чтобы вот таких повреждений не было, чтобы связки не напрягались. Мгм. Понятно. Хорошо, вот интересно, вы, знаете, у нас сегодня будет в гостях Ерлан Кукеев в 11 часов вечера по времени Сан-Франциско. У нас будет не просто Мгм. вот такая беседа, как у вас с вами по Зуму, а у нас Мгм. будет лайвстрим. Что такое лайвстрим? Вы Мгм. понимаете, это когда параллельно Да. вопросы, значит, в комментариях наши телезрители.
Вот. Мгм. И я хотела бы вам задать такой вопрос. Ну, раз вы прошли различные конкурсы казахстанские, в том числе с участием Ерлана Кокеева, вы участвовали Да, как раз в этом X-фактор, да. да, в этом сезоне X-фактора. Вы не могли бы сказать мне, а вот на самом деле человек, люди, которые присутствуют в X-факторе, они как-то повлияли на вас, я имею в виду судьи? Например, вот Ерлан, Повлияли. на ваше творчество, на вашу судьбу, потому что вы немножко расскажите, пожалуйста, об этом участии, вот именно в X-факторе. В X-фактор это 2011 год, где-то вроде бы, 2011-2012 год. И я, получается, ну, как бы родила недавно первого ребенка, и там, наверное, буквально полгода прошло, и я решила вот, чтобы не сидеть дома, решила вот участвовать в конкурсе X-Factor, и поняла тогда, что я еще не готова. Я не готова, и в плане, не в плане голоса, а морально была не готова выйти на сцену. И, естественно, когда стоишь на сцене, невозможно что-то скрыть, вообще невозможно. Ну, то есть зрители, тем более жюри, судьи, они все считывают. И поэтому, ну, как бы, я же не прошла в финал, я не прошла в финал в этом проекте, и мне там сказали, то есть эмоционально ты была очень закрытой, то есть было видно, что ты не готова выйти в зрители, перед зрителями, выступать, петь песни, посвящать, например, им. Ты была очень закрыта. Поэтому как бы я и не прошла дальше. А, После этого проекта я закрылась еще больше, еще сильнее закрылась, потому что а, почему-то я так поняла, что, наверное, это уже не мое после этого проекта. Думала, что больше я никогда не буду петь на сцене, что после этого я вообще перестала петь, не то, что там на сцене или где-то записывать песни. Я даже дома не пела. И даже когда гости собирались, друзья собирались, и они просили меня, чтобы я что-то спела, я говорила, нет, я уже больше не певица, петь я больше никогда не буду, поэтому, пожалуйста, больше об этом меня не просите. То есть я прямо вот для себя закрыла вообще эту книгу, что все, Марьям, Думан, певица, все, такого уже больше не будет. Вот так вот убрала эту книгу подальше. Да. То есть, получается, А, ваше конкурсное жюри, так скажем, те люди, которые присутствовали на этом конкурсе, они отрицательно повлияли на вас? То есть, наоборот, не смотивировали вас на дальнейшее? Нет, как раз-таки они мне сказали, что тебе нужно открыться, тебе, ну, то есть ты как-то эмоционально очень закрыта, то есть и не радуешься, и не печалишься, и не грустишь, и не плачешь, то есть стабильно, ровно, без эмоций, ну, вот как робот. Вот, поэтому они наоборот мне сказали, поработай над этим, как бы, а потом приходи. Ну, мы же такие, например, человек всегда слышит то, что он хочет слышать, и я тогда услышала, что я закрыта и а, не то чтобы не готова, что я закрытая и больше не могу петь для зрителей. Это я услышала. Вот, они-то хотели мне что-то донести, я услышала то, что я хотела услышать, и сделала то, что я сделала. Вот. Но, как говорится, вот как это, истинные желания, ну, невозможно скрыть, невозможно не забыть, невозможно убрать куда-нибудь там в полку, просто сказать, что этого нет, отрицать невозможно, потому что истинное, искреннее желание всегда будет рваться. Как бы мы там не закрывали бы глаза, уши или еще. Просто вот желание будет просто вот рваться. Я хочу, хочу, хочу. Вот. Поэтому Главное услышать. Поэтому, наверное, вы пошли участвовать во всевозможных передачах в качестве ведущей, да, чтобы накачать эту мышцу, чтобы развить в себе вот это вот социальное, чтобы уметь разговаривать, чтобы уметь донести информацию. Ну, вообще, получается, не с этой целью, конечно, я туда пошла. Я, в принципе, думала, что я больше не буду вообще перед зрителями, что я вообще не буду на сцене, на телевидении. А,
Я работала в академии, заместителем декана работала в Академии искусств, где я училась, где я закончила эстрадный вокал. Меня пригласили в качестве заместителя декана, и я работала с документами, уже ходила, думала, все, вот я жена, вот я мама, вот я работник, все. То есть, ну, обычная жизнь. И здесь просто, там же очень много тоже творческих личностей, которые работают на телевидении, много режиссеров. Естественно, когда увидели там режиссеры, что я там бегаю с бумагами, они такие, что ты тут делаешь, почему ты не на телевидении? Вот, пригласили меня на кастинг, там программа новая, и на новую программу пригласили. Для меня это вообще было что-то новое, чтобы я была ведущей. Я прям, ну, то есть я сопротивлялась, я говорила, что нет, я вообще не ведущая, никогда не была ведущей и не стремилась быть ведущей. Вот, меня, можно сказать так, заставили, заставили вести программу. Начала вести вот культурную программу «Мода Великой Степи». После этой программы прям вот буквально сразу же начался проект «Добрый вечер, Казахстан», где я вела вот этот телевизионный концерт, получается. И пошло-поехало там, то есть само собой уже начали люди приглашать на разные проекты. Но это не было там с целью, чтобы развить, раскачать в себе какие-то там стороны, навыки, качества. Нет, просто это вот как-то само пошло. Наверное, у меня к этому не было внутреннего сопротивления, и вот оно как пошло. На актерское то же самое. Там много режиссеров в академии. Опять-таки я ходила с документами, туда-сюда бегала. И вот один режиссер просто увидел. Ну, как бы мы так были знакомы. И дальше потом меня пригласили на кастинг. Я пришла на кастинг. Всем все понравилось. Телеканал утвердил. И с того момента, уже с 2012 года, 2013 года я стала актрисой. И тогда я точно поняла, что вот я ведущая состоявшаяся, ну, например, вот я актриса уже действующая, все, значит, теперь уже точно не буду певицей. В принципе, меня уже и не воспринимают как певицу, зато воспринимают как ведущую, как актрису. Вот. И так поработала до 2019 года, до 2020 года, до вот этого карантина. И когда карантин случился, естественно, все съемки закончились, приостановились, и тогда я услышала, вот тогда я услышала, что я занимаюсь самообманом, я завалила себя разными проектами, но не занимаюсь самым главным. То есть моя душа, моя детская мечта была всегда быть на сцене в качестве певицы, а не ведущей актрисы. И я сейчас занимаюсь самообманом, якобы у меня есть какие-то проекты. Тогда я уже начала прямо, знаете, просто отказываться от всех проектов. Дальше тоже были проекты, приглашали на каналы. Я отказывалась от проектов, отказывалась вести программы, отказывалась от сериалов, потому что я сказала, пока вот я не освобожу это пространство, я не открою канал для вот пения. Ну, это я так почувствовала просто. И думаю, я правильно сделала. Марьям, вы сказали, что у вас уже, ну, вы мама. Вы сказали, что у Мгм. вас семья. Хорошо. Сколько у вас детей? У меня 3 детей. Ой, ну никогда не скажешь. Я говорю, вот я знаю, что вы бизнес-вумен, потому что я видела ваш Инстаграм, вы работаете в Турции, вы занимаетесь поставкой одежды, да, я так поняла? Да, 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 да. Но я думаю, что вам вести бьюти-канал на ТикТоке это просто очень легко, потому что я думаю, что вы ухаживаете за собой 24 часа в сутки, потому что вы, во-первых, вы певица, вы актриса. Вас просто, вам, по-вашему, вот вы говорите, что у вас 3 детей, никогда в жизни не скажешь. Я думала, чуть больше 20 лет вам. Спасибо. Я просто предлагаю вам, попробуйте вести бьюти-канал. Мне кажется, у вас получится. Потом вот эти длинные волосы, это просто, я не знаю, Да. это это как атрибут ваш постоянный. И потом вот эти длинные волосы вырастить, это же не так легко, а тем более в Алмате, когда экология ужасная. Да. Ну да, хорошая идея. Мне тоже об этом говорят. Э, Наверное, уж раз так мне часто говорят об этом, наверное, я займусь и этим тоже. Скажите секрет, вот как вы ухаживаете за волосами и за лицом? Ну,
Буквально в двух словах. Я не могу ничего сказать, потому что, если честно, оно мне даже так немножко э, стыдно, что я на самом деле не ухаживаю за собой так, как должна ухаживать, например, а, артистка, скажем, да, например, как ухаживают за собой вот те девушки, которые там прям вот следят за собой, там, я не знаю, там с утра полчаса перед зеркалом, перед сном полчаса какие-то. Этого всего нет, правда. Так М, все-таки все-таки витамины начала пить буквально только вот недавно. Ну, как бы, потому что, да, длинные волосы, надо уже за ними ухаживать. Витаминчики начала пить недавно. Ну, такое вот базовое. Ну, то есть просто умывашка, просто там, а, как бы. Иногда, вот самое главное, наверное, что я делаю каждое утро, я делаю такой лимфодренаж, ну, такой вот слегка вот такой вот сильно, то есть как бы не трогаю лицо, но все равно как бы я вывожу вот эту вот жидкость, воду. Вот это, что я делаю, все, больше ничего, правда. А вы просто как ухаживаете за волосами? У вас есть какой-то секрет? Масочка, может быть, особенная? Нет, особенной маски нет, правда нет. Есть обычная маска, есть обычный шампунь, есть кондиционер для волос. Все, больше ничего нет. То есть, получается, вам это по генам передалось? Вот, Да, я думаю, да, потому что у меня и тети вот вроде в возрасте, но очень хорошо выглядит. И папа у меня, например, очень тоже хорошо прям выглядит. И мои младшие сестры, например, тоже вот им, например, по 30, а выглядят они на 18 лет. Ну, правда, как будто вот только школу закончили. Это, наверное, больше гены. Поэтому бьюти-блог мне не надо вести. интересно, вы сказали о родителях только что. Какие у вас гены? У вас имя Марьям, фамилия Думан. Я думаю, если вы поедете в Уфу, вам скажут, ну, башкирка. А если вы поедете в Казань, скажет татарочка, сидит татарка. Интересно, какие у вас гены? Кто? У вас интернациональная семья, да, я так думаю? Ну, папа у нас казах из Каратыбе совхоза. Вот. Мама у нас казашка. Тоже ну, я похожа на папу. Ам, Вот. Имя, фамилия Думан– это вообще имя моего отца. Вот. А так вообще фамилия… Ну, я вообще не буду говорить старую фамилию, чтобы не путались. Вот. То есть казахпс. Интересно. А у вас какие-то восточный Казахстан, северный Казахстан, корни? Западный А, Казахстан. западный Казахстан, ага. Мгм. Потому что вы Да. сказали про название совхоза, но извините, я не очень хорошо владею информацией по Ага. Казахстану. Хорошо. А все-таки давайте вернемся к вашей семье. Ваши дети, они тоже занимаются музыкой? А, Вообще старший сын, получается, какое-то время он был в Инстаграме очень ну, как бы так известный мальчик, популярный, а, под хэштегом «Ильясик звезда интернета», потому что в 2 годика он уже владел вот таким сложным ритмом, он, то есть мог прям вот такие вот очень сложные ритмы, ну, как бы под сложные ритмы мог петь песни, ну, как бы там, не детские песни. Как вы сказали, А, Ясик звезда. Ильясик– звезда интернета. Да, это вот 2012 и до 2000 где-то 15 год. Вот в это время он был прям очень популярный, как вот мальчик такой, вот музыкальный мальчик. Мгм. А, Очень прям, ну, то есть тогда он прям любил петь, выступать, танцевать, но, видимо, вот за эти 4 года у него этого было очень много, что потом просто, когда он пошел в школу, он сказал: все, больше меня не трогайте, я петь не хочу. Вот. Но я думаю, если опять-таки это будет его желание, его заставлять я не собираюсь, но если это будет его желание, там, спустя какое-то время, я, конечно, его буду только во всем поддерживать. Дочка, она пока еще, ну, как бы
Пока еще непонятно. Ну, они все музыкальные, все любят танцевать. Я думаю, это все дети такие. Все дети любят петь, дети любят танцевать. Это уже дальше будет видно, насколько они готовы этим профессионально заниматься и там уделять свое время. А какой возраст? Как зовут ваших детей? Старшего зовут Ильяс, ему 10 лет. Дочку зовут Муниш, говорю, Далидушка, Далида, ей 6 лет, и младшему 4 годика Али. Али. Да. Али, вы сказали. Ага. Ага. Хорошо. А мужа как вашего зовут? Он музыкант? Бывшего мужа, потому что я сейчас в разводе. Его зовут Саят. Он не музыкант, но в основном его друзья – это в основном музыканты, в основном певцы. У него папа очень тоже такой творческий человек. В свое время тоже выступал у себя в городе, в Караганде. Выступал на мероприятиях, на концертах. У него очень красивый, сильный голос тоже. Вот. И поэтому, я думаю, он тоже любит таких творческих людей, находиться среди творческих людей. Вот. Хорошо. Я смотрю на ваш Инстаграм внимательно, вы хороший мотиватор, у вас хорошие, интересные мотивационные речи. Иногда вы берете откуда-то, ставите себе в Инстаграм, иногда это ваше изречение из вашей головы. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать себя психологом? Вы хороший психолог? Вы понимаете людей, с которыми вы работаете, с которыми вы находитесь, живете и так далее? Ну, я имею в виду ваших детей, ваших родителей, людей, с которыми вы работаете непосредственно. Можете сказать, что вы психолог, хороший мотиватор? Спасибо, конечно. Я вот это вообще не первый раз слышу, но как бы мои домашние, то есть братья и сестры об этом часто говорят, но мы же иногда настолько привыкаем, когда родные об этом говорят, что просто уже не слышим. Вот. Как бы, кроме моих родных, вы вот первый человек, который об этом вот мне сказал, поэтому спасибо большое. Так, я не могу сказать, что я там какой-то психолог, потому что я не знаю, насколько там... Это должны быть знания какие-то, чтобы утверждать, что я какой-то хороший или там, просто даже психолог, например, да, понимать в этом. Я для себя лично просто открываю что-то новое, например, в психологии. Я люблю читать такие книги, чтобы понять себя, чтобы, например, очень много уделяю время каким-то, например, убеждениям своим, чтобы понять, откуда они появились, как с ними работать, может быть, не бороться, а вот больше работать. И вот с такой целью я изучаю психологию. Но по поводу мотиватора, мне, например, мои сестры, братья говорят очень часто, что когда с тобой разговариваешь просто, такое ощущение, что вот хочется просто выйти и вот что-то начать уже делать. Ну вот раньше так мы говорили. Вот. Ну, если у меня это хорошо получается, хотя, например, я не как целенаправленно, например, да, целенаправленно этим не занимаюсь, я просто говорю какие-то вещи, например, когда пишу в Инстаграме или когда что-то говорю, я больше говорю это себе. Угу. Вот, пишу я для себя. То есть я таким образом мотивирую себя. И если я хоть немного, например, да, там мотивирую, мне часто тоже пишут, что мы читаем там твои посты, или мы смотрим, наблюдаем за тобой в сторисах, и тоже вот хочется начать что-то делать, поменять свою жизнь. И если просто даже один человек, например, да, посмотрев там, например, мой Инстаграм, мой аккаунт, мои сторисы, просто примет такое решение вообще поменять в своей жизни что-либо, то, блин, классно, это круто, хотя у меня такой вот, как бы цели нет, если честно. То есть я не веду блог как психолог-мотиватор. Значит, это идет как-то
естественным образом происходит. Мгм. Хорошо. У меня вот такой интересный вопрос к вам. Как у вас по поводу репертуара? Каких больше песен? Вы вообще своим репертуаром довольны? Сейчас я работаю над своим репертуаром. Сейчас я работаю над тем, чтобы вот понять, в каком стиле я хочу петь свои авторские песни. Я над этим работаю. А, Например, какие исполнители мне нравятся, каких исполнителей, например, да, я больше, например, пою их каверы, например, их песни, да, на их песни каверы делаю. Это в основном Адель, это Сия, это Бейонс, Риhanna. Это вот те певицы, наверное, ну вот в 2011 еще году, когда я вот просто была влюблена в них, и вот до сих пор я с их репертуаром работаю. А, Конечно же, нужно обновлять, потому что сейчас появляются новые исполнители, новые песни появляются, новый стиль какой-то появляется. И чтобы быть в тренде, чтобы а, среди моих, например, слушателей, зрителей были и молодое поколение, нужно изучать и музыку современных исполнителей. Мгм. Интересно. А казахские народные песни есть у вас в репертуаре? Я знаю казахские народные песни, конечно. Какие М, есть песни в И, репертуаре у вас? ну, например, Бербала, Кусни Хорлан, Шемша Калдаякова, например, песни пою. Ну, как пою, то есть раньше пела очень часто. И даже сейчас, если нужно будет, там, например, пару раз просто вспомнить, и я могу спокойно, то есть эти песни петь. Ну, давайте вспомним. Также мне песня Давайте нравится, сейчас. Можете экспромтом спеть? Извините, пожалуйста. Экспромтом сейчас можете спеть? да, Талдан таяқ жаспала, ай, таянбай дау, бала бүркіт түлкіден. Аянбай дау бір бала, дай, дай, да. Ну, надо вспомнить слова. Осьете, боран бел, қуалай соғар, қоңыр жел. Здорово, молодец. Вы так здорово поете, Спасибо. прям с душой. Это, между прочим, Спасибо. заметили, я думаю, на голосе Турция. Наверное, поэтому в первую очередь ну, конечно, голосовые данные это безусловно. Но вот то, что вы умеете с душой петь, это не каждый может, я вам скажу. Душа Да. у вас, когда вы поете, она прям вот чувствуется, она прям летит к нам. Вот, вы знаете, Спасибо большое. я извиняюсь, я перебила вас. Скажите, пожалуйста, что дальше? И еще какие вы песни поете, кроме тех, которые вы перечислили? А, Колдаякова, вы сказали, поете, да. Да, Шемша Калдаякова, например, песни тоже пою. Но опять-таки, вот, ну, честно признаюсь, надо вспомнить. Ну, то есть вот сейчас я начала там вот просто, да, экспромтом спела Дробала просто по памяти. Конечно, у певцов очень хорошо развита вот, да, долгосрочная, краткосрочная память, но все равно почему-то вот по тексту у меня бывает такое, что мне нужно сначала посмотреть. Когда долгое время не пою, например, какую-то песню. Есть песня, вот сейчас скажу. «Ах, көйлек қызыл бешпет». Тоже если, например. «Ах, көйлек қызыл бешпет, ай». И вот здесь вот слова я не помню. Таранли. К сожалению, слов не знаю. Мне очень нравится эта песня. Кстати, я, если все хорошо будет, хочу вот эту песню предложить, ну, чтобы я спела эту песню на конкурсе. Очень достойная песня для конкурса. На каком конкурсе? На «Голосе Турции»?
Да, да, если, конечно, позволят, разрешат. Мгм. Хорошо, хорошо, понятно. А скажите, пожалуйста, как вам пение народных песен Димашем Кудайбергеном? Ну, мне кажется, ни один человек не может сказать просто, что что-то в нем не то. Ни в исполнении, ни в стиле, ни в подаче, ни в репертуаре. У него настолько все проработано круто, классно, профессионально, что не придраться. Это даже просто... здесь только можно восхищаться. Вот всем этим проектом, вот Димаш Кудайберген, это только можно только восхищаться, больше ничего. А вы можете поконкретнее сказать? Вы все-таки поете казахские народные песни. Чем вы Мгм. восхищены конкретно? Восхищены Димашем Кудайбергеном в пении казахских песен. Чем именно конкретно? А, Тем, что, например, казахские песни, казахские народные песни, наверное, м, мы все, да, ну вот мы все певцы с хорошими вокальными данными, да, у нас все равно это получается там плюс-минус одинаковое исполнение, потому что плюс-минус у всех одинаковые какие-то возможности, да, исполнять там ту или иную казахскую песню. А у Димаша просто, я не знаю, у него настолько уникальный голос, что он может развернуть песню настолько, насколько просто а, ни один, ну, мне кажется, ни один исполнитель, профессиональный исполнитель не может показать а, всю ту красоту, например, казахских песен, мелодий, текста даже, а, своим тембром, своей подачей. Вот Димаш Кудайбергенов может показать просто одну вот эту казахскую песню, м, используя все свои вокальные возможности. Вот как вы говорите же, э, вы чувствуете вот эту вот душу, да, мою моем исполнении. Ой, я уже путаюсь. Турецкий, казахский, русский язык. Вот при моем исполнении вы чувствуете душу, да. И это, конечно же, вы мою душу чувствуете через мой голос, да. У Димаша Кудайбергена 4, там, 4,5, 5 октав, например, да, и вы представьте, что вы слышите песню и слышите всю эту жизнь, которая происходит в этой песне, весь смысл, а, весь посыл в 2-3 раза больше, чем, например, любой другой исполнитель может донести. Только потому, что у него 5 октав, поэтому он так может донести любую песню А, так красиво и душевно. Ну, я думаю, это самое главное. Ну, по поводу тембра, например, а, конечно же, это не только 5 октав, не только 5 октав, но это самое главное. То, что его отличает от многих, то, что делает его уникальным. Ну, то есть тембр есть у каждого певца свой красивый. Подача у каждого исполнителя своя, да. Я не могу говорить, что вот то, что я говорю, так и есть, и никак по-другому. И то, что я вот как сама понимаю, например, да, его вот возможности вокальные, что он владеет там, например, 4 плюс, например, да, октавы, это дает ему, ну, я не знаю, уникальность. А? Больше возможностей. Больше возможностей, больше уникальности, да, больше подачи до зрителей. Ну, это самое главное, я думаю. Вот. Просто я не говорю о том, что как он проживает эту песню, потому что любой исполнитель, любой певец, когда поет на сцене, он и так должен проживать эту песню, доносить от сердца к сердцу петь. Это и так должно быть. Но не каждый певец имеет вот такие возможности, как у Димаша. Я имею в виду его диапазон. Как бы там он ни старался, например, не каждый может владеть таким диапазоном. И это его просто выделяет среди основных, например, там, певцов. Мгм. Марьям, вы знаете, что вот любую песню, которую исполняют, которая постоянно у нас на слуху, особенно народные песни, казахские народные песни,
но вот наше взрослое поколение, когда слушает, оно уже прям вот слушает с такой вот, знаете, точностью, чтобы прям буквально, вот, например, вы поете в новом вашем исполнении, чтобы вы далеко не отходили от оригинала, чтобы вы Да. буквально точно пели, не забивались, не придумывали какие-то свои новые какие-то переходы, переливы. А, вы стараетесь так делать? Вы стараетесь далеко от оригинала не уходить, или вы все-таки перерабатываете в своем каком-то видении казахские народные песни? Казахские народные песни, да? А, Ну, наверное, потому что в детстве я очень часто, очень много слышала исполнение а, вот этих казахских народных песен в исполнении моего папы. А он всегда говорил, что самое главное, да, нельзя менять мелодию, и нужно петь с душой. Это вот самое главное. А манера, в любом случае, манера, подача, манера исполнения, мелизмы у каждого будет своя. Мгм. И, наверное, поэтому я как бы даже не задумываясь о том, насколько я могу изменить или насколько нужно там сделать современную какую-то обработку, аранжировку, я не думаю, не задумываюсь над этим. Я просто чувствую эти песни, я Мгм. вспоминаю свое детство, я вспоминаю исполнение своего папы, и поэтому я уже вот пою именно вот в такой форме. То есть я даже не пытаюсь менять ничего. Но в любом случае есть, конечно, моя манера исполнения, это вот мои мелизмы. а, И, возможно, кому-то, может быть, это и не нравится, может не понравиться, например, да, мои вот эти вот излишние мелизмы, их слишком много, например, да, может кому-то это не понравится. Кому-то нравится вот моя подача, то, что я с душой пою, и они не слышат эти мелизмы, да, которые, например, не должны звучать. Мгм. Я думаю, всем угодить, конечно, невозможно. Самое главное, вот как вы сказали, нужно петь с душой, это вот самое главное. И тогда зритель примет, ну, получит вот именно вот то состояние, которое передает исполнитель. Хорошо, спасибо, интересно. А вот еще самый последний вопрос. Не буду вас долго задерживать, потому что мы уже более часа говорим. Значит, Марьям, вы рекомендуете идти на конкурсы? Вы считаете, что конкурсы все-таки делают человека творческого, человека, который поет, именно они вас развивают, и надо, то есть вот, например, мы говорим о Алибеке Днишеве, он говорил, что именно конкурсы сделали его наиболее популярным, когда он выступал на конкурсе Глинки, а потом он поехал в Германию на другой конкурс. То есть именно конкурсы сделали его популярным. Как вы считаете, ваша точка зрения какая? Конкурсы делают человека популярным? Или же все-таки вот как в вашем случае, помните, вы говорите, вы зажались после X-фактора, Да. и это как бы этот конкурс позволил вам немножечко поразмыслить, задуматься, и потом, пройдя какое-то определенное время, поразмыслив, вы поняли, это вам дало, наоборот, новые крылья, вы поняли, осознали, что, оказывается, да, на самом деле жюри было право в том плане, что я закрытая, мне надо открываться, мне надо Мгм. работать, дальше развиваться. Как вы думаете, как вы вообще относитесь к конкурсам? Конкурс, мне кажется, это вот сразу обратная связь здесь и сейчас. То есть ты понимаешь через конкурс, на каком уровне ты сейчас находишься. Находишься ли ты на уровне, например, внутреннее твое состояние, а, готов ли ты быть победителем, или ты готов, например, не то чтобы там готов, или ты сейчас внутренне, морально и профессионально готов дойти только до середины, или ты вообще, в принципе, еще не готов выходить к зрителям, тебе еще нужно поработать. Мне кажется, конкурс – это вот обратная связь здесь и сейчас. И если вдруг, например, что-то не получится, не получается так, как ты запланировал, или ты не получил вот то ожидаемое, да, от конкурса, то это неплохо, это неплохо, это просто обратная связь. Когда тебе вот четкую дают как бы, да, обратную связь, где говорят,
что ты на данный момент, да, готов быть победителем, или ты готов дойти до середины, или ты не готов быть теперь к зрителям. Что это значит? Это значит, что если ты все-таки хочешь дойти до конца, да, если у тебя есть вот это вот стержень, если ты человек, который все-таки хочет победить, или там внутри у тебя, как его, вот это вот желание быть победителем, то это значит, ну, как я понимаю, приехать к себе домой, ну, скажем, да, так грубо говоря, приехать к себе домой, к себе в страну, позаниматься над теми моментами, где вот у тебя недоработано эмоционально, морально, профессионально, да, все это над этим поработать, как те же спортсмены, и еще раз вернуться, может быть, не на этот, может быть, на другой, но на подобный конкурс вернуться, чтобы посмотреть, насколько ты сделал вот этот upgrade, level up, есть у тебя или нет. То есть ты поработал над собой, есть какая-то обратная связь, что вот, например, работа была сделана не просто так. Или ты стоишь на одном месте. Мне кажется, конкурс, соревнования, марафоны – это обратная связь здесь и сейчас. Это только для этого, мне кажется. Конкурсы только для этого. А чтобы стать популярным – это совсем другое. Чтобы стать популярным, чтобы стать артистом, чтобы зафиксироваться у зрителей, вот как целый там проект, да, целостный проект, здесь уже нужно работать над имиджем, здесь нужно работать над стилем своих песен, например. Здесь нужно работать, здесь не обязательно показывать свой диапазон, свои голосовые данные. Это не обязательно. Здесь просто точно понимать вообще, что сейчас в тренде, какой стиль сейчас в тренде, какая музыка сейчас в тренде, какая обработка сейчас в тренде. То есть это быть популярным, это значит быть в тренде. То есть знать, что сейчас в тренде, применить это на себе и уже просто выпускать. Что стрельнет, то стрельнет, как говорится. То есть вы говорите о том, что не надо жить только одними конкурсами. Надо иметь и какие-то концерты, да, в перерывах между конкурсами. Но конкурсы всегда должны быть в жизни. Или можно, допустим, остановиться вот к 30 годам, допустим, ближе к 30 годам. Попеть, попеть, Ну, попеть. я думаю, конкурс – это опять-таки, для чего это конкурс? Конкурс – это вот какое-то призвание, какое-то признание, что да, я стою этого, да, я молодец, да, я же вот хотела быть победителем, наконец-таки я стала победителем. Я хочу двукратным, например, победителем быть, да, окей, я второй раз пойду за этой победой. То есть это какое-то вот, ну, не знаю, наверное, потешить какое-то эго, да, свое, что вот я достоин чего-то. Ну, конкурс, наверное, вот опять-таки я могу ошибаться. Это просто вот мне так кажется. Это для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, потому что на конкурс ты не можешь прийти неподготовленным. Ты готовишься усердно, усиленно, даже в 3-4 раза больше, чем обычно. Поэтому конкурс – это обязательно рост. Конкурс, опять-таки, ты когда окружение возле тебя, ты знакомишься с людьми, которые такие, как ты, сильнее тебя. Ну, слабых на конкурсе не бывает. Ты у них чему-то учишься, с ними знакомишься. Вот. Ну вот конкурс, мне кажется, это повышать свой уровень, становиться лучше, профессиональнее, вот. И вот какой-то внутренний характер в себе воспитывать, характер там, победителя. Вот. А популярность это, ну, это другое. Здесь над другим вообще нужно работать. Здесь команда должна работать, опять-таки, уже повторяться будут там имидж, стиль, направление, аранжировка, музыка. Понятно. Хорошо, Марьям, ну вы же не случайно пришли на ВОС Турция. Это не простой конкурс, это конкурс довольно-таки очень популярный, известный в мировом пространстве. Вот. Да. Зачем вы пришли туда? Вы что, себя решили немножечко испытать, что ли? Вам недостаточно ваших... Да, конечно. Нет, потому что, ну, еще, опять-таки, да, конкурс – это заявить о себе. В первую очередь, конечно, конкурс – это еще и заявить о себе. Я понимаю, что, участвуя в конкурсе, популярность может быть вот ну, такой краткосрочной.
Потому что я прошла уже такое, я участвовала в Суперстар KZ. Я знаю, что во время конкурса, да, популярность резко повышается, но как только конкурс заканчивается, буквально там достаточно 2-3 эта популярность также быстро и теряется. То есть после конкурса, если не делается дальше работа над, как я говорю уже, над артистом, да, если не делается такая работа, командная работа, то ничего не получится. Как о вас, например, как обо мне, например, скажем, в Суперстаре все знали, также и обо мне забыли после Суперстара. То же самое, когда я пришла на «Голос Турции», я понимаю, что популярность будет, пока я в этом проекте. И сюда я пришла для того, чтобы заявить о себе, это первое, заявить о себе в Турции, что вот есть вот такая казашка из Казахстана, Марьям Думан, с такими голосовыми данными, например, да, с такой целью быть певицей, снова выйти на сцену. То есть я об этом часто говорю, не скрываю об этом. То есть и еще вот какая-то вот надежда, что, естественно, какой-нибудь там продюсер или какая-нибудь команда сейчас очень, да, актуальна, например, не обязательно продюсер, достаточно просто одной команды, например, да, профессионалов, заметит и предложит мне вот сотрудничество. Там уже дальше уже пойдет вот эта работа над популярностью. Вот. Если этого не произойдет, то, конечно же, я уже самостоятельно буду над этим работать. Конкурс для меня – это, опять-таки, повысить свой уровень профессионализма и заявить о себе. Вот. Марьям, а почему вы не заявляете о себе в Америке? Почему вы не поехали, как Данелия Тулешева, на America's Got Talent? Потому что я подавала визу, и мне отказали. Вот причина. Ну, по-моему, на этот конкурс, чтобы подавать, не обязательно находиться нужно в Америке. Может быть, да. Я вот об этом, кстати, подумала вот недавно, буквально месяц назад, о том, что почему-то... Ну, это же мое убеждение было, чтобы участвовать в американском «Голосе», нужно там находиться. А вот месяц назад я подумала, а можно же просто заявку отправить, и как бы если примут, то как бы здесь уже и вопрос отпадет, дадут мне визу или нет. Там уже автоматически как бы мне, наверное, дадут визу. Ну, посмотрим. Опять-таки, я же говорю, не обязательно участвовать только в одном конкурсе, и жизнь на этом, например, да, заканчивается. Если вне зависимости от результата в этом конкурсе, можно участвовать, например, на следующий год уже в другом конкурсе. Поэтому почему бы и нет, если я буду внутренне, опять-таки, готова к тому, чтобы там, быть участницей «Голос US», тогда, конечно же, я только с удовольствием. Мне кажется, вы давно созрели, не только для «Голоса ЕС». Вы уже мировая звезда, вам надо дойти. Ой, спасибо. Вы правильно говорите, вам надо просто показать себя. И у Да, наверное. ваших ног будут все продюсеры мира. Ой, спасибо. У вас голос, у вас сильнейший голос, вы обладаете уникальным, сильнейшим голосом. Я когда увидела вас на «Голосе Турция», я просто листала, мне YouTube прислал ссылочку, как это обычно бывает. Я когда услышала вас, я подумала, нет, это невероятно, это голосище, можно сказать. Правда? Я сама почему в это не верю. Это со своим голосом, вот с таким вы, наверное, хорошо питаетесь, да, наверное, для того, чтобы иметь такое голосище, у вас не просто голос, у вас сильный голос. Вы хорошо питаетесь, наверное, да, высыпаетесь. Да, это очень важно высыпаться, очень важно, ну, например, вот во время конкурса, естественно, я исключила орехи, семечки, холодное, там, мороженое, все исключила, потому что очень важно следить за голосовым аппаратом. И самое главное – это вот сон. Вовремя нужно спать. Это прям вот, если не будет хорошего сна, то и голос все, он просто не будет звучать вообще. А стресс, вот этот, у вас же 3 детей, они маленькие достаточно. Как вы успеваете и на конкурс ходить? У вас, наверное, нянька? Да, Нет, именно сейчас я вот, получается, после Нового года еду в Казахстан, потому что, да, с детьми, наверное, в новой стране для меня немножко сложновато было бы. И здесь, конечно, воспитание вот нашего отца, что мы все, как нас 5 в семье, мы все должны быть как
бес саусақ бірдей, бір жұдырықтай болу керек, нам папа всегда говорил, мы должны всегда друг другу помогать, мы должны поддерживать друг друга. И когда я рассказала о своем желании поехать в Стамбул, участвовать в конкурсе, конечно же, моя семья поддержала меня в первую очередь, и зная, что это будет очень сложно реализовать свое вот такое вот желание, находясь в другой стране с детьми, это будет очень сложно, они мне предложили поехать одной пока что, вот, а дети, чтобы остались в Казахстане вот, с моей семьей. Вот, в принципе. Сейчас я уже прошла все, адаптировалась тут, в конкурсе участвую, все хорошо, я уже готова детей к себе забрать, поэтому вот после Нового года я планирую поехать за детьми. Здорово. Какая у вас замечательная семья. Она так поддерживает. Да. Да, это Вот в этом я прям вот всегда каждый день благодарю папу, насколько вот он нам дал правильное воспитание, что никто никогда не говорит: это твоя жизнь, что хочешь там делай, как хочешь выкручивайся. Никто из нас друг другу так никогда не говорит. да, это здорово. Хорошо, что у вас такие родители, это замечательно. Поддержка, когда тем более ты выходишь на такие, и не только конкурсы, это могут быть соревнования, когда у тебя есть такие жизненные этапы, они же не каждый день, они не будут всю жизнь. Да, В этом да, поддержка родительская, поддержка сестры, братьев, родных, она очень важна. Тогда у тебя да, вырастают новые крылья, и ты знаешь, что, это правда. да, что у тебя есть поддержка, мощная поддержка, и ты идешь на эти соревнования, конкурсы, знав это. Хорошо, спасибо вам большое. Вы просто молодец. Я хочу вам пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, а развивались. Вы интересная женщина, я вам скажу, вы бизнес-вумен, вы красавица, вы умница, потому что вы правильно все делаете. Вы не стоите на месте, вы постоянно развиваетесь, и своих детей вы тоже развиваете. Вы говорите, что у вас уже сын занимается Инстаграмом, малыш двухлетний. Это говорит о многом. Это говорит, что мама просто так не сидит. Мамочка все время только и думает о том, чтобы как бы развивать детей дальше, чтобы делать такое, Да. чтобы дети развивались. Это здорово, это очень хорошо. Құрметті Мариам, алтын уақытты бөліп Сан-Франциско каналына керемет сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Хабарласып тұрайық. Сізге зор денсаулық, амандық тілеймін. Рахмет. Мен де өз атымнан рахмет айтқым келеді. Жанар, сізге рахмет айтқым келеді, және де оқырмандарыңызға да, көрермендеріңізге тілейтін ең бастысы адамға денсаулық тілеймін. Оқырмандарыңызға да денсаулық тілеймін, ең бастысы. Одан кейін алға қойған мақсаттарынан ешқашан бас тартпай, әрдайым үмітпен, күш, өзінің жаңағы бойындағы күш қуатына сеніп, Аллахтың қалауымен барлығы орындалатынына сеніп, әрекет етуге дайын болсын. Аумин, рахмет. Рахмет сізге, көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.